Всем привет! И в сегодняшнем видеоролике я вам покажу довольно старый набор европейского автопоезда, состоящего из сидельного тягача Scania и полуприцепа Krone. Производитель Минчемс, масштаб 1:43. Эта модель уже давно снята с производства, и подобные сидельные тягачи были доступны в продаже где-то в первой половине 2000-х годов. И тогда у Минчемса был довольно широкий ассортимент различных автопоездов. Конечно, современных европейских тягачей было не так уж и много. Например, помимо Scania продавался MAN, Mercedes-Benz, Axar, Actros, а остальная техника была более ранних годов выпуска. Например, старая Scania, как капотная, так и бескапотная версия, старые Mercedes, ну и другие грузовики, которые я тоже вам показывал в видеороликах на своем канале. Если говорить о похожем автопоезде, то у меня в коллекции тоже есть более ранняя модель, которую я вам показывал где-то 2 года назад, и мы тоже рассмотрим ее в сегодняшнем видеоролике. Сам сидельный тягач здесь особо не отличается. У него немножко другой оттенок терракотового цвета, также немножко другой оттенок серых деталей, и немножко отличаются у более новой модели дополнительные элементы, которые уже нанесли на современный тягач. И у старой модели также немного отличался сам полуприцеп. База точно такая же Krone, но на первом варианте вы видите обычный закрытый фургон, а второй вариант был шторка со сдвижными боковыми панелями. И здесь тоже видно, что боковые панели окрашены в темно-серый цвет, хотя присутствует надпись Scania. И она нанесена точно таким же шрифтом, как и на втором грузовике. И, например, у Минчемса также встречался такой автопоезд в другой схеме окраски. Я, например, в продаже видел грузовик с красной кабиной, и полуприцеп был в ливрее одной итальянской, по-моему, компании. И тот грузовик чуть-чуть дороже. Я видел его в продаже за 250 евро. Сложно сказать, почему он такой дорогой. Мне больше визуально нравится вот такой терракотовый цвет. И вот именно в такой схеме окраски я часто видел те Scania на рекламных плакатах. И сложно сказать, сколько сейчас может стоить похожая модель, потому что цена очень сильно варьируется. И раньше они примерно продавались за 120 евро, сейчас они могут стоить как значительно дороже, так и значительно дешевле. Все зависит от того, кто продает, где продает, насколько срочная ему продажа. И также помимо набора вы отдельно могли приобрести полуприцеп Krone, правда у него тоже другая схема окраски. И эту модель я вам неоднократно показывал. И вот такой полуприцеп можно назвать универсальным, потому что он подходит практически к любому европейскому сидельному тягачу. Также его прекрасно можно сцепить с отечественной современной техникой, например, с грузовиком МАЗ, КАМАЗ, и он тоже отлично гармонично будет смотреться. А вот такой вариант в окраске Scania, ну, я думаю, не очень хорошо будет смотреться, например, с желтым сидельным тягачом или с голубым. И ему подходит вот именно точно такой же вариант окраски кабины грузовика, как и полуприцепа. И если говорить о полуприцепах от Минчемс, то, на мой взгляд, это одни из лучших моделей на рынке. Конечно, есть еще отличные полуприцепы от Моторарта, и у второго даже открываются задние створки, но там тоже довольно специфичная модель, она подходит только к одному грузовику, и там полуприцепы были в 2 вариантах окраски. У меня в коллекции темно-синий, а второй был окрашен в белый цвет, и у него были некие узоры на боковинках, и оба полуприцепа заточены под сидельный тягач марки Volvo. Если, например, вы тот специфичный полуприцеп поставите с КАМАЗом, тоже он будет смотреться не так гармонично, потому что на полуприцепе сделаны специальные обтекатели, как раз под дизайн современного европейского тягача. Здесь металлическая рама, сама платформа фургона здесь из пластика, но тем не менее она смотрится очень прилично, и когда вы берете в руки эту модель, то все равно ощущается ее вес. И если посмотреть на качество покраски и сборки, то оно на превосходном уровне. Это было вот именно золотое время Минчемса, когда он выпускал огромное количество качественных масштабных копий. Вы посмотрите на боковинки, здесь не найдете ни единого подтека на лакокраске
лакокрасочном покрытии, ни единой соринки в краске. И, конечно, вот такой уровень хотелось бы видеть на современной продукции, но, как я замечаю, сейчас даже именитые бренды снижают качество своих изделий и очень много брака. Если посмотреть на то, как сделана ходовая часть, то здесь все очень детализированно выполнено, смотрится вполне реалистично. Отлично проработаны колесные диски. Они окрашены, также окрашены центральные колпачки, на них нанесены логотипы Krone. Отлично смотрятся покрышки, и это одна из тех моделей, которую абсолютно не хочется дорабатывать. Например, на многие модели, когда вы покупаете, вы также в дополнение берете харьковскую резину, но это не тот случай, и вот эти модели я рассматриваю как хороший, законченный продукт, который нужно рассматривать вот именно в первозданном виде. Также здесь есть отсек для различного инвентаря. У этой модели выдвигаются опоры, они фиксируются при помощи небольших штрихов. И также здесь есть надпись модели полуприцепа, и написано, что это изделие изготовлено в Китае. На задней стороне полуприцепа присутствует запасное колесо, также противоподкатные башмачки, есть небольшой ящичек для огнетушителя, если не ошибаюсь, отлично проработаны задние фонари, и также здесь на маленьких ножках виднеются красненькие катафоты, но они нанесены просто краской. И, конечно, эти детали можно было бы сделать и ажурнее, но не стоит забывать, что это модель 20-летней давности. Также здесь прекрасно смотрятся створки дверей, присутствуют и петли, и дверные замки. Некоторые узлы обозначены темно-серой краской. И давайте посмотрим на вторую модель полуприцепа. У нее отличается только верхняя часть, и здесь, повторюсь, сдвижные боковые шторки, тоже есть некая фактура, и на задней стороне здесь отсутствуют створки, а все остальное абсолютно идентично, как на первой модели. И давайте перейдем к самому сидельному тягачу. И похожую сканию также в свое время делал производитель Eligor. У него также модели встречались с немножко другими обтекателями, с другой высотой крыши, и здесь версия топ-лайн. Если вы посмотрите, то этот грузовик тоже прекрасно копирует настоящий прототип. Конечно, были замечания по поводу осветительной техники, и многим не понравилось, что здесь фары чуть уже, чем должны быть на самом деле. Но, честно сказать, не особо сильно бросается в глаза, и у меня больше вопросов, почему здесь вместо противотуманных фар стоят заглушки, потому что на версии топ-лайн из тех грузовиков, которые я встречал, всегда присутствовало 4 противотуманные фары, а здесь просто вот такие небольшие кругляшки. Хотя тоже можно при желании серебристой краской капнуть капельку и обозначить эти детали. Отлично проработан интерьер в кабине, он окрашен в темно-серый цвет. Конечно, его довольно сложно рассмотреть, потому что он сливается, но здесь прекрасная, богатая детализация. Также присутствуют фары над лобовым стеклом, небольшие габаритные огни, надпись топ-лайн, отлично сделаны зеркала заднего вида, и у этого грузовика откидывается кабина, и тоже прекрасно проработан моторный отсек. Некоторые узлы здесь тоже обозначены краской, выпускной коллектор, турбина, также присутствуют перекидочки, и отлично проработана нижняя часть кабины, есть и шумоизоляция, выделенная серебристым цветом, и обтекатель на этом грузовике сделан в виде отдельного элемента. Это 3 детали из пластика, которые крепятся к кабине при помощи вот таких небольших кронштейнов. Ну и можно посмотреть, как сделана задняя часть, рабочее седло, противооткатные башмачки, прекрасно проработаны задние фонари. И у этой модели отличная детализация нижней части. Единственное, вид портит вот этот винтик, который прикручивает запасное колесо. И мне очень нравится, что на этой модели не стали делать дополнительных крепежных отверстий на раме. И эти модели в основном шли в обычных картонных коробках, и грузовик и полуприцеп пакуются в пенопластовую форму. Хотя, если вы в продаже встретите отдельно сидельный тягач, он иногда поставляется в дисплей-кейсе. Правда, там довольно хитрая конструкция защелок, которая фиксирует грузовик на подиуме.
И покажу вам второй сидельный тягач. Он особо ничем не отличается, только если вы посмотрите на переднюю часть, то на более новые модели также обозначили радиатор серой краской, и надпись немножко отличается по шрифту, и также чуть-чуть отличается шильдик R470, а остальные узлы у этих моделей абсолютно идентичны. Вот такие замечательные модели, которые я хотел вам показать в сегодняшнем видеоролике. И пишите ваши комментарии, если в вашей коллекции похожий автопоезд, когда и за сколько вы его приобретали, и в какой схеме окраски ваши грузовики от производителя Mini-Champs. Если вам понравился этот видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.